Видео мастер-класс «Мишка в спальном конверте». Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал амигуруми игрушек и наволочек с 3D аппликациями. В этом видео мы вместе свяжем милого мишку длиной 30 сантиметров в уютном спальном конверте. Такой комплект вяжется легко и довольно быстро. Ранее я показывала и вот эти игрушки в моем зи-обзоре. Там я о них подробно рассказываю. Кто не смотрел этот ролик, если интересно, ссылка на него в описании под этим видео. Напоминаю, я перешла на способ вязания крючком галочка, о котором уже рассказывала в предыдущих видео. Различные способы вязания крючком влияют на размер готового изделия. Все необходимые материалы для вязания мишки в конверте вы найдете в описании под этим видео. Желаю вам волшебного вязания крючком. Вяжем мишку. Начнем с верхних лапок. Берем основного цвета пряжу, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд второй, это мы с вами провязали первый. Во втором ряду вяжем так. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. И повторим такую комбинацию еще один раз. То есть вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 8. Следующие 8 рядов вяжем без изменения, в каждом ряду по 8 столбиков без накида. Вяжем так с 3 ряда по 10 ряд включительно. Провязали. Далее наполняем наполнителем. Я уже это сделала за кадром. Наполняем вот эту вот часть до конца. Лапку наполнять не надо, чтобы она лучше прилегала к туловищу игрушки. Итак, далее, после того, как наполнили, продолжаем наше вязание. Следующий ряд 11. И в этом ряду вяжем так 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе. Можно их провязывать за обе стеночки этих 2 петель, а можно за передние стеночки, подхватив только 2 передние стеночки этих 2 петель. И повторим такую комбинацию еще один раз. Вяжем 2 столбика без накида плюс 1 убавка. И итоговое количество петель в 11 ряду у нас должно получиться 6. Далее маркер можно уже снять, он нам не понадобится. Складываем наше вязание пополам и провяжем вот эти вот 2 ряда вместе. Провяжем 2 столбика без накида. 1 столбик без накида и крайний столбик желательно провязать крючком меньшего размера. На конце у нас тут остались 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые друг напротив друга. Протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в крайнюю беспарную петлю. Протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь лапки. Одна верхняя лапка у нас готова, вторую вяжем точно так же. Вяжем туловище и голову одной деталью и по ходу вязания вяжем верхние лапки в туловище игрушки. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 10 и 11 это петля подъема. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 20 столбиков без накида. То есть вяжем по этой стороне
10 столбиков без накида. И далее по этой стороне вяжем 10 столбиков без накида. Двадцатый столбик без накида вяжем за вот эту вот выпирающую стеночку петли. Это от 11 воздушной петли стеночка. Вот из-за нее провязываем 20 столбик без накида. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Это мы с вами провязали первый ряд. И теперь нам нужно провязать еще 2 ряда. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. Вяжем так второй и третий ряды. Следующий ряд четвертый, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем одну убавку и так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в четвертом ряду у нас должно получиться 16. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. Вяжем так с 5 ряда по 7 ряд включительно. Следующий ряд 8, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 2 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Следующий ряд 9. Этот ряд вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. Провязали. Далее наполняем туловище наполнителем. Вот эту вот нижнюю часть можно наполнить не сильно плотно, а верхнюю часть наполняем поплотнее. От этого будет зависеть устойчивость головы. Итак, следующий ряд у нас 10, и в этом ряду будем ввязывать верхние лапки. Итак, с самого начала у меня получается. Вы же смотрите по своему вязанию, может быть, вам ручки надо будет ввязывать не в начале ряда, возможно, вам нужно будет провязать 1 столбик без накида и потом уже ввязывать ручки. Только просто знайте, что между ручками и с передней стороны и с задней стороны, между ними должно быть по 4 столбика. Смотрите, высчитывайте петли вязания ручек. Если с нами, то есть со мной, не совпадает эта схема, то высчитывайте самостоятельно. Здесь ничего сложного нету. Итак, прикладываем ручку к туловищу и провязываем вместе с туловищем 2 столбика без накида. Так, по туловищу вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Берем вторую лапку и также провязываем вместе с туловищем 2 столбика без накида. Далее по туловищу и до конца ряда, получается, вяжем 4 столбика без накида.
Следующий ряд 11, и в этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали следующий ряд 12, и в этом ряду вяжем так: вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида, то есть вяжем 8 прибавок подряд, и итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 16. Следующий ряд 13, и в этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 24. Следующие 6 рядов вяжем без изменения, в каждом ряду по 24 столбика без накида. Вяжем так с 14 ряда по 19 ряд включительно. Провязали 6 рядов без изменения. Далее наполняем голову игрушки наполнителем и фиксируем глазки и носик. Глазки фиксируем между 17 и 18 рядами на расстоянии друг от друга 5-6 столбиков. Носик фиксируем между 16 и 17 рядами. Ножки глаз и носика желательно расплавить огнем и придавить для лучшей гарантированной фиксации. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 20, и в этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Следующий ряд 21. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда, и итоговое количество петель должно получиться 12. По ходу вязания наполняем голову игрушки наполнителем. Заканчиваем вязание головы 22 рядом, и в этом ряду мы вяжем 6 убавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Далее рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на нее в описании под этим видео. Далее сделаем утяжку на мордочке. Я буду это делать основным цветом пряжи, сложив ее вдвое для прочности. Заводим иглу, отсчитывая 2 ряда вниз от носика, и посередине, вот так ориентируясь по носику, завели сюда и выведем рядом с глазом, и как бы ориентируясь по глазу, то это получится середина глаза. Так, выводим, здесь оставляем хвостики небольшие. И теперь заводим иглу в том же районе у второго глаза. И здесь нам нужно вывести иглу на расстояние от этих хвостиков 1 столбик, 1-2 столбика. И теперь все тихонечко, помогая пальцами, но нужно хорошенечко вот это вот затянуть, подтянуть. Затягиваем и завязываем на узелочки. Завязали пряжу на узелочки, лишнее отрезаем, и эти хвостики прячем вовнутрь головы игрушки.
Далее вышьем ушки. Одно ушко я уже вышила. Да, у этого мишки не вязаные ушки, а вышивные. Я не очень люблю вязать мелкие детали, хотя с иглой я тоже не очень люблю работать, но именно процесс вышивания ушек очень даже мне понравился. У желтого мишки и у розового мишки ушки более такие пушистые, потому что я их вышивала другими пряжами. И здесь при вышивании манипуляций, конечно, было сделано меньше за счет вот такой вот пышности, ворсистости пряжи. Но бежевого цвета у меня такой ворсистой пряжи не нашлось, поэтому вышиваем Alize Softy Plus. Берем пряжу подлиннее и вышивать будем двойной пряжей. Теперь где-то пару столбиков от глаза на расстоянии. Так, заведу иглу чуть пониже, чтобы хвостики здесь оставить. И вот так вот повыше от глаза. Так, подтягиваем. Пряжа понадобится подлиннее. Так, и теперь здесь захватим где-то 2-3 ряда. Так. Вот так вроде бы все равномерно. Вот так. И здесь делаем 3 стежка. То есть протянули один раз. Сильно нити не натягиваем. Так. Слегка подтянули тут, чтобы небольшое такое пространство было. Так, повторим это еще раз. Так, и сделаем еще 3-й стежок. И теперь вот эти вот стежки мы будем обматывать. Так, надо подхватить все нити. Вот так. Обматываем мы тоже нить сильно не затягиваем. Обмотали, и теперь заводим иглу и спускаемся к нижнему краю ушка, основанию. Спустились, и теперь повторим обматывание еще один раз, и потом еще точно так же и 3-й раз. Можно и 4-й, и 5-й. Вы уже смотрите на свое усмотрение, насколько большое ушко вы хотите сделать, насколько пышным, объемным. Мне, допустим, хватило таких манипуляций по 3 раза сделать. И вот такое потом такого объема ушко получается. Так.
Далее, после того, как вышили ушко, иглу с пряжей протягиваем к начальному хвостику, фиксируем пряжу узелочками на задней стеночке любой подходящей петли. Я уже это завязала. Лишнее отрезаем и все хвостики прячем вовнутрь головы игрушки. Вяжем нижние лапки ножки. Они у нас будут удлиненной формы. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Отмечаем новый ряд маркером. Это мы с вами провязали первый ряд. В следующем ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Следующие 20 рядов вяжем без изменения, в каждом ряду по 9 столбиков без накида. Вяжем так с 3 ряда по 22 ряд включительно. Провязали 20 рядов без изменения, в каждом ряду по 9 столбиков без накида. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем 2 ряда вместе 4 столбиками без накида. Я уже это сделала за кадром. Далее рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик немножечко подлиннее, чтобы этим хвостиком пришить ножки к туловищу. И чтобы это еще было удобно сделать. Итак, одна ножка у нас готова, вторую ножку вяжем точно так же. Далее пришьем нижние лапки к нижнему краю туловища и стараемся пришивать так, чтобы по бокам в месте соединения ножек с туловищем здесь не было резких углов, чтобы переход был плавный. Вяжем одеяло и подушку одной деталью. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 34 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 34. Далее одеяло и подушку мы будем вязать столбиками с одним накидом. Делаем накид и теперь в обратную сторону по цепочке, начиная с 3 петли от крючка. 1, 2, 3. Вяжем 32 столбика с одним накидом. Первый столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом и 32 столбик с одним накидом. Провязали первый ряд, в конце ряда вяжем 2 воздушные петли, 2 петли подъема. Одеяло и подушка вяжутся поворотными рядами. Еще нужно будет провязать 18 рядов.
Всего нужно будет провязать 19 рядов, в каждом ряду по 32 столбика с одним накидом. И если вы хотите вязать однотонное одеяло с подушечкой, то значит всего нам нужно провязать полотно, чтобы было 19 рядов без изменения. И дальше уже вязать подушечку. Либо же можно связать с дополнением цвета. Допустим, вот для желтого мишки я связала вот такое вот одеяло, добавила, это получается 18 и 19 ряды, я связала желтым цветом. Почему? Потому что зеленый цвет у меня закончился. Поэтому я и подушку продолжила вязать желтым цветом. А оранжевое одеяло для нашего с вами мишки я вяжу вот таким образом. Вот я уже полотно связала 19 рядов. Сейчас покажу вам. Вот я провязала всего, вот считая с первым рядом, с которым мы уже с вами провязали, провязала я всего 18 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И в 19 ряду я решила добавить дополнительный цвет, чтобы одеяльце перекликалось с медвежонком. Вот, добавила цвет медвежонка. И вот таким вот образом это у меня будет. Дальше продолжим вязать подушечку. И сколько столбиков я провязала дополнительным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков дополнительным цветом, и остальные 16 я продолжила вязать основным цветом. Хвостики эти я потом все хорошенечко спрячу и еще зафиксирую горячим клеем. Итак, еще раз повторюсь, всего до вязания подушечки нужно будет провязать 19 рядов без изменения. В каждом ряду по 32 столбика с одним накидом. В конце каждого ряда вяжем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. И так как у меня уже полотно довязано до начала вязания подушки, поэтому я продолжу вязание и покажу, как дальше вязать. Итак, в конце ряда вяжем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание, делаем накид и вяжем 15 столбиков с одним накидом. 1, 2, 5, 14, 15. Далее вяжем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. И еще нам нужно будет провязать точно так же 8 рядов. Всего для подушечки нужно провязать 9 рядов без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков с одним накидом. Один ряд мы провязали и вяжем еще также 8 рядов. Провязали. В конце последнего ряда рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее все края, почти все края нам нужно будет соединить столбиками без накида. То есть нижний край одеяла, вот в этом вот в этой нижней части соединяем столбиками без накида. Далее с этого края я соединяла так, вязала столбики без накида, а вот в эти уголочки, видите, тут такой вот рельефный край получился, в эти уголочки я провязывала по 2 столбика без накида. Это одеяльце с подушкой я вязала пряжа Гималая Вельвет, и вот здесь вот край очень хорошо просматривается, вот такой вот волнообразный получается. А вот это я вязала пряжей Alize Softy Plus, и здесь я вязала просто столбики без накида, и края здесь ровные. Просто решила добавить на уголочке подушки вот такие вот шишечки, сделала несколько накидов на крючок и провязала это соединительной петлей. Итак, одну сторону я уже соединила за кадром.
Вот, смотрите, здесь я провязала столбики без накида, 16 столбиков без накида. Далее завернула, и этот край я вязала так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Прибавку в уголочке провязывала, как я уже говорила. И здесь вот, смотрите, вот этот вот уголочек нам не нужно полностью соединять. Нужно вот так, чтобы он отворачивался. И вот получается я... Сколько здесь? Наверное, сантиметра 4 оставила. И далее продолжала обвязку по этому краю, захватила подушечку, закончила прибавочкой и соединительной петлей. Далее нить отрезаем, оставляя небольшой хвостик, и этот хвостик потом протянем вовнутрь подушки. И его тоже желательно зафиксировать узелочком на стеночке любой подходящей петли, чтобы он потом не вылез в процессе использования, в процессе игры. И далее продолжим обвязку по этому краю. Здесь я также провяжу 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. 2 раза повторю эту схему. Далее провяжу столбики без накида и рабочую нить отрежу, так как с этого края обвязку мне нужно будет начать вот с этого уголочка. Сделаю тут обвязочку. И рабочую нить, когда я буду отрезать, хвостик оставлю подлиннее, для того, чтобы этим хвостиком вот этот вот край пришить. Вот так зафиксировать и в процессе пришивания наполнить наполнителем подушечку. Вот он, итоговый результат нашего с вами мишки в конверте, который вы уже видели в начале этого видео. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео, мастер-классов. Всем пока-пока!